Привет, ребята! В этом выпуске я отведу вас к таинственным пещерам Хуашань, к огромной искусственно созданной пещерной системе, возраст которой составляет не менее 1700 лет. Датировка этих гротов основана на возрасте обнаруженных внутри сталактитов. Поэтому гроты могут быть намного старше. О них нет никаких исторических записей. Мировые ученые в области археологии, архитектуры, инженерии и геологии не имеют единого мнения о происхождении или назначении этих пещер. Гроты Хуашань расположены недалеко от реки, в китайской провинции Аньхой. Гроты Хуашань на китайском языке буквально означает «мистические гроты на цветочном холме». Это красивый живописный район. В 2000 году фермер, собирая дрова на холме, упал в большую пещеру. Затем местное правительство начало обследование и обнаружило в общей сложности 36 искусственных гротов, спрятанных на цветочном холме. Эта находка простирается примерно на 5 километров. Итак, эти пещеры, которые вы видите на экране, были обнаружены всего 20 лет назад. Они считаются крупнейшим подземным древним сооружением в Китае. Для создания этих гротов было изъято не менее 100 тысяч тонн породы, но обломков породы нигде не обнаружено. Кстати, недалеко от Хуашань было обнаружено еще одно место с еще 36 гротами, построенных аналогичным образом. Вполне возможно, что нам предстоит найти еще больше подобных пещерных систем. В настоящее время только 3 грота в Хуашань открыты для посещения. Это гроты 2, 24 и 35. Большинство из них не тронуты. Грот 2, также называемый пещерой Хуанси, при входе имеет огромный зал, длиной 140 метров и площадью более 4000 квадратных метров. Он имеет 2 уровня, нижний уровень еще недоступен. Главный зал достаточно широк, чтобы по нему могла проехать машина. Гроты Хуашань имеют органично выглядящую планировку с беспорядочно расположенными комнатами и колоннами. Следы инструментов очень хорошо сохранились и демонстрируют передовые технологии. Каменные столбы необычной формы и размера. Есть несколько довольно глубоких бассейнов с водой, которые все время остаются наполненными. Вода здесь богата минералами и рыбы нет. Средняя высота потолков составляет около 4 метров. В гротах круглый год сохраняется постоянная температура, около 15 градусов по Цельсию или 59 градусов по Фаренгейту. Так что под палящим летним солнцем гроты – прекрасное место для отдыха. А оказавшись внутри, можно увидеть дымку холодного конденсата, которая создает слой тумана. При раскопках грота 2 были обнаружены фрагменты фарфоровой тарелки и железное орудие труда. Взгляните на эти маленькие инструменты размером с миску для риса. Кто-нибудь верит, что этими инструментами можно построить пещерные гроты и оставить такие большие отметины на камне? Я так не думаю. Вероятнее всего, кто-то нашел эту пещеру, принес сюда свои тарелки и инструменты и использовал этот грот как убежище. Самые удивительные находки в гроте 2 – это следы динозавров возрастом 65–120 миллионов лет и окаменелые останки дерева, возраст которых примерно 150 миллионов лет. В меловой период в этом регионе обитали динозавры. Итак, окаменелость следа была найдена в гроте. И похоже, что первые строители работали вокруг окаменевшего бревна и сделали вокруг него камеру. Чтобы упавшая древесина окаменела, должны быть соблюдены особые условия. Это бревно в Хуашань было сохранено за счет окварцевания. Это происходит путем регулярного доступа к богатой минералами воде, контактирующей с тканями растений. Тем самым неорганические минералы заменяют органическую структуру растений. Обычно такие окаменелые деревья встречаются группами. Например, как в национальном парке «Окаменевший лес» в Аризоне. Куда делись остальные окаменевшие деревья в Хуашань? Были ли эти гроты рудником?
Эти пещеры остаются богатыми минералами на протяжении сотен миллионов лет. Возможно ли, что первоначальные строители пещер Хуашань занимались добычей полезных ископаемых или окаменелостей? Грот 35 известен как подземный дворец из-за его великолепных масштабов и планировки. Пещера общей длиной 170 метров занимает площадь 12 600 квадратных метров. Для создания этой пещеры было изъято не менее 50 тысяч кубометров камня, которым можно было бы заполнить 15 олимпийских бассейнов. Войдя в грот 35, вы обнаружите большой зал с бассейнами, колоннами и комнатами разного размера, расположенные с каждой стороны. Самый нижний уровень называется бассейн с чистой водой. Уровень воды здесь на 2 метра ниже, чем в близлежащей реке Синьянь. Это означает, что вода в гроте напрямую не связана с рекой. Иначе уровень воды был бы таким же. Тогда откуда взялась вода в пещере? Вода здесь богата минералами и сильно отличается от пресной воды местной реки. Возле входа находится двухэтажное каменное здание N-образной формы, откуда посетители могут любоваться огромной пещерой с большой высоты. Потолки, столбы и стены кажутся случайными. Современное освещение гротов создает потусторонний вид. Перепад высот внутри пещеры составляет около 20 метров. В гроте 2 и в гроте 35 в некоторых местах есть наклонные потолки. Наклонные потолки под 45 градусов спускаются вниз и точно совпадают с наклоном цветочного холма. Поэтому гроты не выходят из земли. Это удивительное архитектурное достижение, свидетельствующее о высоких знаниях. Гроты Хуашань хорошо сделаны и хорошо вентилируются. Отсутствует даже эхо. Возможно, это было бы идеальное место для медитации. В гротах много разных следов от инструментов, как будто строители пробовали разные варианты. Эти отчетливые и большие отметины очень похожи на огромные отметины, найденные в пещерах Ланью, в карьере Яншань, в Баальбеке и Петре. Пещеры Базда в Турции также имеют сходство с пещерами Хуашань. Столбы, многослойные следы инструментов и отделка камня в пещерах Базда очень похожи на пещеры Хуашань. В моих предыдущих видео я объяснила, почему эти мегалитические памятники не могут быть созданы с помощью ручных инструментов, таких как зубило или кирка. Тогда как же они были построены? Очевидно, что все следы от инструментов на этих участках соответствуют отметкам от современных машин. Я считаю, что эти мегалитические чудеса были построены одной или несколькими потерянными древними цивилизациями с высокоразвитой техникой. Традиционные теоретики не рассматривали это объяснение, потому что они не хотят оглядываться более чем на 6000 лет назад и на возможность того, что развитые цивилизации существовали до месопотамской и египетской культур. Грот 24 отличается от предыдущих. У него 4 этажа, 3 из которых погружены в озеро. Только верхний уровень находится над водой. Вам нужно сесть в лодку, чтобы получить доступ. На каждом уровне есть 6 гигантских колонн. Всего 24 колонны на 4 уровнях. Эти столбы более прямоугольные и более одинаковые. Чтобы обнять один столб, вам потребуется не менее 4 человек с вытянутыми руками. Как вы видите, здесь опорные балки также соответствуют наклону холма, что создает неравномерную высоту потолка. Многие загадки все еще требуют ответов. Зачем и как были построены эти гроты? Куда пропал вырезанный камень после выработки? Как камень резался и транспортировался? Почему в пещерах есть искусственные бассейны и несколько этажей? Есть только один столб, на котором видны следы дыма от факелов, а в остальных гротах нет никаких следов масляных ламп или факелов.
Некоторые ученые считают, что гроты были каменоломнями. Но как древние рабочие добывали камень в темноте? Песчаник здесь невысокого качества и не соответствует камню, который использовался в зданиях на близлежащих археологических раскопках. Даже если каменщики сочли этот тип камня полезным, почему они не добывали камень открытым способом, как в карьере? Разве в этом не было бы большего смысла? Какой смысл тщательно вырезать эти гроты на разных уровнях с отдельными каменными камерами и бассейнами, если камень предполагалось перевести в другое место? Другие гипотезы включают использование гротов в качестве гробниц или хранилищ. Но такие интерпретации надуманы. Ни гробниц, ни погребальных жертв не обнаружено. Сегодня в гротах все еще есть много бассейнов, а в Китае вода в гробницах и мавзолеях считается большим недостатком дизайна и строго запрещена. Влажность также делает эти гроты непригодными для хранения. Другая гипотеза состоит в том, что пещеры использовались для размещения войск. Согласно китайским историческим записям, войска могли собраться в этом районе. Но не слишком ли трудозатратно создание таких гротов только для укрытия или тренировки солдат? И почему король или император решил обучать и размещать свою армию в пещерах, в которых нет дневного света или больших открытых сухих мест? Как армия будет есть и готовить в таких условиях? Единственный вход без другого выхода нелогичен для квартируемой армии, так как он был бы очень уязвим для осады. Гроты Хуашань остаются археологической загадкой, вызывающей недоумение. Можно только восхищаться масштабом гротов и невероятной работой, которая была затрачена на их создание, а также тем, что они сохранились и оставались скрытыми до 2000 года. Я считаю, что гроты Хуашань, наряду с другими древними памятниками в Баальбеке, Петре, Яншане, Лангью и Базде, были созданы затерянными цивилизациями с передовым оборудованием, сопоставимым с современными технологиями. А что думаете вы? Пишите ваши мысли в комментариях. Это любопытное существо, я Тина, а в мире еще много загадок, но в один ролик они все не поместятся. До новых встреч! Спасибо за просмотр. Все ссылки на источники информации в описании под роликом. Так что пишите комментарии, жмите на пальцы, делитесь этим видео с друзьями, подписывайтесь на канал, ну а мы пока поищем что-нибудь интересное для следующего ролика. Монтаж, перевод, озвучка и анимация студии Эльмукон.